Компания Volvo представила свой первый минивэн, который удивит оснащением и ценой. Презентация состоялась в Китае. Электрический однообъемник на первых порах предложит в единственной богатой комплектации с задним приводом, батареей на 116 кВт-часов и запасом хода в 738 км. Volvo EM90 оценили в 818 тысяч юаней. Он оказался на 64% дороже, чем родственный Zeekr 009. Марка Zeekr вместе с Volvo входит в состав китайского концерна Geely. Благодаря китайскому рынку у Volvo появился первый минивэн. Поднебесные большие и хорошо оснащенные однообъемники пользуются огромным спросом у бизнесменов и корпоративных парков. Например, именно для КНР свой первый однообъемник LM сделала Lexus. Volvo EM90 вовсе не оригинальная шведская разработка, а видоизмененный однообъемник Zeekr 009. Его представили год назад и уже продают на китайском рынке, а также неофициально в России. EM90 имеет тот же кузов и аналогичную колесную базу в 3205 мм, а разница в дизайне достигается за счет навесных элементов и уникальной оптики. Собирать обе модели будут на одном заводе холдинга Geely, и принципиальная разница только в силовой установке, причем не в пользу Volvo, но об этом чуть позже. Дизайн Volvo EM90 отличается оригинальной заглушкой со множеством отверстий, в которые встроены светодиоды, фирменными ходовыми огнями в виде молота Тора и иными блоками фар, вертикальными вместо горизонтальных у Zeekr. Плюс Вену достался другой передний бампер и задние фонари. Длина 5206 мм, это на 3 мм меньше, чем у Zeekr 009. Высота 1859 мм, ширина 2024 мм и колесная база в 3205 мм у машин совпадают. Для обоих минивэнов предусмотрены 19 или 20-дюймовые колеса. Интерьер Volvo сравнивают с гостиной в скандинавском стиле. При этом салон, как и кузов, унифицировали Zeekr. У Volvo другой руль, подголовники кресел, передняя панель и декор. А приборный экран лишился козырька. Однако общая архитектура и расположение разных элементов досталась от донора. Графика медиасистемы с 15,4-дюймовым дисплеем пересмотрена с учетом фирменного стиля марки. Оба электровэна доступны исключительно в 6-местном исполнении. Сиденье второго ряда имеет выдвижные подставки для ног, откидные столики, подогрев, вентиляцию и функцию массажа. В двери встроены сенсорные панели, на которых расположено управление климатом и прочими настройками. В крыше стоит две стеклянные секции с панорамой над пассажирским отсеком. Общим у двух минивэнов стал и закрепленный на потолке откидной экран на 15,6 дюйма. А есть аудиосистема Bowers & Wilkins. Она включает 21 динамик и выдает 2460 Вт. Объем багажника 342 литра за третьим рядом и 1826 литров со сложенным сиденьем второго и третьего рядов. В салоне стоит множество подушек безопасности, есть электронные системы помощи водителю, которые в своей работе опираются на данные с камер высокого разрешения, радаров и ультразвуковых датчиков. Минивэн имеет пневмоподвеску, адаптивный круиз-контроль и зачатки автопилота. Ключевое различие собратьев заключается в электротехнике. Если Zeekr 009 имеет двухмоторный полный привод на 544 лошадиные силы, 686 Нм и две тяговые батареи на выбор, то Volvo EM90 предложен только задним приводом, одним электромотором на 272 лошадиные силы и 343 Нм и базовый аккумулятор емкостью 116 кВт-часов. Паспортный запас хода 738 км. Дальнобойность измерялась по китайскому циклу CTLC. Энергию из батареи EM90 можно направлять на зарядку других электромобилей, а также питать бытовые приборы. Разгон до сотни занимает 8,3 секунды против 4,5 секунд у Zeekr. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 180 км в час. Самое интересное, что при такой разнице в характеристиках Volvo EM90 оказался намного дороже китайского бренда. А если Zeekr 009 в Китае стоит от 500 тысяч юаней, то за Volvo EM90 здесь просят 818 тысяч юаней. Это приблизительно 10 миллионов рублей. Друзья, как вы считаете, какой родственный минивэн, на ваш взгляд, выглядит лучше? Zeekr или Volvo? Поделитесь своим мнением в комментариях. А если вы интересуетесь автомобилями, то заглядывайте в наш телеграм-канал, где каждый день выходят актуальные автомобильные новости. Ссылка будет в описании под видео и закрепленном комментарии. Переходите и подписывайтесь, чтобы быть в курсе последних событий автоиндустрии.